А перед просмотром хочу порекомендовать вам канал с криповыми историями Саша Бодряк. Если кто не знает, это тот чувак, который прославился в инстаграме, собрав миллионы просмотров и тысячи положительных комментариев, благодаря жутким историям про смотрителя леса и Даркнет. Бодряк совместно с профессиональным диктором публикует видео с мистическими, жуткими и леденящими душу рассказами. Многие из них основаны на реальных событиях, и что немаловажно, озвучка часто сопровождается различными звуковыми эффектами. Ссылку на канал Бодряка я оставлю в закрепленном комментарии под этим роликом. Я стоял около приоткрытой двери собственной квартиры и судорожно соображал. В руках бесполезным грузом был сжат ноутбук, и он так и норовил выскочить из внезапно вспотевших пальцев. Я закрывал дверь перед уходом. Абсолютно точно. А если нет? Новая волна тревоги подступила к горлу. Но мозг из последних сил старался мыслить трезво. Из квартиры не доносилось ни звука. Если бы ко мне ворвались воры, я бы что-то услышал. Они бы дали о себе знать. Ты просто так боялся опоздать на новую работу, что в спешке сам убежал и не проверил двери. Но когда пальцы уже легли на ручку двери, я отчетливо вспомнил щелчок, что прозвучал этим утром. Дверь захлопнулась. Значит, кто-то или что-то все-таки открыло ее после того, как я ушел. С осознанием этого я почувствовал, как холодок пробежался по телу. И это был не страх, не адреналин, поступающий к горлу. Из квартиры ощутимо сквозило, как если бы я оставил настежь раскрытым окно. Но, кажется, окна оставались закрытыми, когда я покидал квартиру. А может, тот, кто проник в дом, выбрался через окно? И несмотря на то, что это было невозможным, хотя бы потому, что окна вели в оживленный двор, и мало кто в своем уме решится бы выставить на показ свое преступление, мне стало немного спокойнее. Даже если кто-то был внутри, его наверняка уже нет. Можно заходить. Как ни странно, сам факт возможного ограбления казался мне не таким ужасным, как вероятность столкнуться за этой дверью с чем-то неизвестным. «Макс, ты чего тут возишься? С дверью что-то не так?» Голос из-за спины застал врасплох, я аж подпрыгнул, ноутбук почти выскочил из рук. Сосед поднимался по лестнице с мусорным ведром. Дырка на старых трениках обнажала едва покрытое волосами колено. «Да вот тут, да», – замялся я поначалу, а потом выдохнул и собрался с духом. «Слушай, тут такое дело. Дверь была открыта, когда я пришел. Ты ничего подозрительного не слышал? Вроде через стену живем. Если бы кто-то начал выносить микроволновку с телеком, наверняка бы понятно было». И я не спрашивал, я строил теории, которые должны были успокоить взбесившийся мозг. Но по факту успокаивало только присутствие знакомого мне человека. Отпускать его страшно, как и признаться ему в этом страхе. «Да, это дело такое. Я вот на ночь на днях забыл закрыть. Просыпаюсь от того, что дверью кто-то хлопнул», – почесал в затылке он. «И что же?» Представил себя в подобной ситуации, решил, что лучше уж торчать в непонятках перед этой черной дверью. Так хоть есть пути к отступлению, а вот ночью в квартире с единственным выходом – нет. «Да шо, жена моя бывшая дура явилась и начала на уши приседать. В другой бы ситуации возненавидел ее еще сильнее, а тут даже облегчение при ее виде испытал». Он похлопал себя по карманам, видимо, желая закурить после такого яркого воспоминания, но после спохватился.
Ну чё, давай зайдем уже и проверим, что там у тебя. Да, хорошо. Облегчение длилось недолго, всего пару секунд. Сосед выжидающе смотрел на меня, явно не собираясь делать первый шаг в чужую квартиру. Из-за нашего короткого разговора я потерял бдительность и не знал, раздавались ли звуки и шорох в последние пару минут. Сейчас стояла гробовая тишина, и оно неудивительно. Любой дурак поймет, что хозяин вернулся, услышав голоса возле самой двери. Я сделал глубокий вдох и толкнул ее. Дверь, словно стрелка таймера, двинулась внутрь квартиры, с каждой секундой открывая глазам все больше пространства. Ее хриплый скрип приближал к тому, что неизбежно ждало меня в квартире. Пустой коридор, пара лежащих на полу брюк. Кажется, все таки было. Даже то, как лежали на пути мои старые кеды, говорили о том, что их никто не трогал. Либо перешагнул, либо сосед деловито протиснулся в открытую нараспашку дверь в туалет, в ванную, скрылся на кухне. Мы не сказали друг другу ни слова. Я подошел к распахнутой двери в единственную комнату, и, судя по картине, раскрывающейся из этой точки, внутри тоже ничего не изменилось. Из глубины раздался еле уловимый шорох. Ведомый импульсом, я сделал шаг внутрь, ожидая увидеть все, что угодно. Из кучи бумаг, наваленных друг на друга на письменном столе, выпало пару листов и опустилось на пол. Я выдохнул. Сердце все еще бешено колотилось где-то в районе горла. Но не тут-то было. Твою ж мать, Макс! Это что еще за дрянь? Голос соседа прорезал все пространство квартиры. Он увидел что-то, чего явно здесь не должно быть. Я выглянул в коридор, все еще стараясь не выпускать из поля зрения комнату. Что там? Ответа не последовало. Вновь меня приветствовала тишина, которая расползалась повсюду из незапертой квартиры. Я снова один, но теперь внутри. Эй, что ты там увидел? На смену страха встретиться лицом к лицу с грабителем пришел новый животный страх. Страх того, что ведомой какой-то необъяснимой мистикой я все же переступил собственный порог в одиночку. Может, соседа и не было здесь вовсе? А может, что-то застало его замолчать? Замыленный мозг верил в те страшные образы, которые генерировал один за одним. С каждой секундой их становилось все больше. Я смотрел на входную дверь, она была распахнута. Я смогу быстро проскользнуть в нее и даже мельком увидеть, что происходит на кухне. Чтобы меня там не ждало, я успею за долю секунды выскочить на лестничную клетку. Конечно, если это не гигантские щупальца неведомого растения или монстра, который был вскормлен на благодатной почве из вечно невыброшенного мусора под старой раковиной. Эта адская мысль не казалась такой уж фантастической, хотя я и осознавал, что нахожусь далеко не в романе Стивена Кинга. Детский страх этого черного влажного пространства под ванной и рукомойником напомнил о себе и о том, что необъяснимое гораздо страшнее людей, даже если они хотят тебя ограбить. План провалился, я замер, так и не смог пройти на кухню. На полу лежал сосед голым коленом кверху, голова уходила куда-то глубоко под раковину, лежит и не двигается. Внутренний голос вопит. Я знал. И здесь бы вспомнить об инстинктах и о том, что я собирался пулей вылететь в подъезд. Ты теперь один. Теперь точно один, квартира точно заманила тебя. Но ноги будто вросли в пол. Я не мог пошевелиться, ожидая, как из темноты покажутся жуткие отростки, которые уволокут тело соседа к себе в логово.
чтобы оно поместилось в узкой трубе. Нечто порвет его тело на куски, отделит кости от плоти и будет утаскивать по частям, пока на этом самом месте не останется ничего. Быть может, кроме лужи крови, которую я не смогу объяснить. Если я вообще останусь, проскочила в голове мысль. «Макс, ну ты чего копаешься?» Тело резко вынырнуло из-под раковины, крови не было, как и следов ужаса на лице. «Ты что, стояк скотчем обмотал? Ну ты мастер-фломастер, конечно!» Он скептично осмотрел меня и поднялся на ноги. «Вот как прорвет, пока ты на своей работе будешь. Куда в таком случае ты скотч засунешь-то?» Я слушал вполуха, глядя на него так, словно сосед был призраком. «Ну чё, все проверил? Ничего не украли?» «Да вроде нет», – промямлил я, хотя я не смотрел толком. «Ну, значит, совсем спросонья не соображал. Ну, бывает. Хорошо, что тревога ложная». Он подхватил свое ведерочко и пошел к выходу. «А со стояком ты все же займись». Он хлопнул дверью, еще ручку подергал, чтобы убедиться, что уж на этот раз я не забуду запереть на замок. Но смутное чувство не покидало меня. Я прошелся по кухне, еще раз сам заглянул в туалет и ванную и вернулся в комнату. Никаких следов посторонних. Даже окно, на которое я думал, было закрыто. Что ж, сегодня предчувствие меня подвело. Оно и к лучшему. Подумал я и наклонился к листам, что упали со стола. Пока, сидя на корточках, я осторожно складывал их по порядку, что-то привлекло мой взгляд. Шкаф, но он был закрыт. Я прищурился, скользя по деревянной поверхности глазами, и наконец замер, увидев мокрые следы на ручке и около нее. Как будто кто-то пытался открыть шкаф мокрыми или липкими руками. Капли не стекали, словно замерли во времени или были сделаны из желе. Я оставил бумаги на том самом месте, где они лежали, и выпрямился. Почему я не проверил шкаф раньше? Почему я не вспомнил, что привык использовать только несколько передних полок, в то время как сам шкаф занимает целую нишу, и в теории в ней запросто мог поселиться человек, и даже не один. Я предпочитал туда не соваться, так как там было грязно. Лежала небольшая свалка ненужных вещей и неработающий пылесос. Все так же по-прежнему тихо. Но не внутри моего воображения. Не дыша, я приблизился к двери шкафа. Капли и правда были странные, застывшее прозрачное нечто. Когда я попытался смахнуть их рукой, они оказались чуть вязкими, покрытыми сверху тонкой хрустящей корочкой. Нажав чуть посильнее, я все же смог убрать их. Они чуть хрустнули между подушечками пальцев и полированной поверхностью шкафа. Еле уловимый звук. Последнее, о чем я подумал, насколько же приятно было ощущать эту массу на своей коже. Стены задрожали, картина перед глазами начала мелькать, словно в один момент я перенесся в эпицентр землетрясения. Я едва устоял на ногах и отшатнулся. Пальцы инстинктивно продолжили стряхивать из себя эти мерзкие комочки. Новый удар. Я видел, как дверь шкафа ходит ходуном от этих мощных толчков. Однако они исходили от кого-то, кто стоял за дверью. Комната стояла на месте, даже пол не выбился из-под ног. Единственным источником встряски был этот чертов шкаф. Если бы не ручка, которая открывала дверцу нажатием, нечто уже вырвалось бы наружу от первого же удара. Но дверь спокойно держалась, хоть петли и были уже изрядно сдвинуты с привычного места. Я заметался по комнате, 2 шага к выходу, 3 обратно. Я хотел выбежать из квартиры прочь, но понял, что прежде чем успею достичь двери и открыть защелкнутый замок, нечто вырвется наружу и увидит меня. Подпереть дверь?
Но стол был слишком неподъемным, а остальная мебель такой легкой, что толку от моей баррикады не было бы совершенно. Спрятаться – это единственный вариант, который оставался после того, как я позволил панике забрать у себя несколько секунд. Петли вновь скрипнули и прогнулись. Следующая попытка, которую предпримет нечто, станет последней. Повинуясь древнему инстинкту, я юркнул в единственную нишу, которая смогла бы укрыть меня от постороннего взгляда. Под стол. Здесь нечто не увидит меня, когда вырвется из шкафа. Оставалось только молиться, чтобы, двигаясь к двери, оно не обернулось и не застало меня. Громкий удар сопроводил странную дверь, которая упала в нескольких сантиметрах от стола. Пол задрожал. Быть может, соседи возмутятся подобным шумом. Пожалуйста, лишь бы они поднялись и постучали в дверь, пожалуйста. Тяжелые медленные шаги в сопровождении хриплого дыхания. Ни один человек не мог бы издавать такие звуки. Когда нечто замерло, чтобы перевалиться и сделать очередной шаг, было слышно еле различимое капанье. Кажется, это его слюна. Рядом со столом упали несколько вязких капель, совсем как те, что были около ручки шкафа. Я мог видеть их в отличие от тяжелой фигуры. Они дымились и тут же покрывались тонкой корочкой. Нечто шло вдоль стола. Оно не слышало и не видело меня. Еще пару шагов я смогу посмотреть на то, что каким-то невидимым чудом проникло незамеченным в мою квартиру, хотя весило, наверное, целую тонну. Оно двигалось. Я зажмурился, открыл глаза и снова зажмурился. Нет, я не хочу этого видеть, нет. Но отказываться от своего единственного преимущества в этой ситуации было глупо. И тогда я нащупал в кармане телефон. Быстрым отработанным движением заставил экран разблокироваться и включил камеру. Быть может, если я увижу его сначала только на экране, позволит избежать того ужаса, что уже подкатывал рвотным позывом к корню языка. Шаги продолжались. Они прогремели вдоль стола и начали отдаляться. Медленно и тягуче. По крайней мере, это вселяло хоть немного греющего осознания, что в данный момент я в безопасности. Камера долго прогружалась, черный экран все никак не хотел давать изображение. Первый раз в жизни я был даже благодарен своему старенькому мобильному за его причуды, и я не хотел видеть нечто. Хоть тень от него и закрывала весь стол, и боковым зрением я все равно улавливал очертания волосатой фигуры. Изображение появилось резко и было подобно выстрелу. Я ошибся, думая, что увидеть тварь сначала на экране будет менее страшно. Это не так. Это не было похоже на фильм или глупое видео из интернета. Мозг было не обмануть. Уродливая, гротескная фигура, отдаленно похожая на человеческую, передвигала свои тяжелые ступни, круглые и плоские, точно у слона. Голое склизкое тело тут и там покрывали волосы, слипшиеся благодаря застывшей массе, что оно оставляет в комке. Растительность не была похожа на шерсть, скорее на очень волосатую поверхность мужского человеческого тела. Если это слюна, то как она оказалась по всему телу? Морды я не видел и потому не мог понять, а может, вся эта масса выделяется кожей? Не слюна, а пот? Я поднял на монстра глаза и громко сглотнул, а потом тут же вжался в стол. Этот звук, мое дыхание, сердцебиение — все это казалось невероятно громким. Тварь ведь слышала еле различимый хруст собственных выделений из-за двери. А разговоры с соседом, неужели они были тише этого неуловимого звука? Но ответить себе на этот вопрос я не успел. Пальцы дрогнулись и коснулись экрана. Хотел я этого или нет, но телефон среагировал и сделал фото.
Громкий звук, повторяющий щелчок затвора и вспышка. Все, что могло меня выдать, выдало. Сердце остановилось, ожидая увидеть самую безобразную рожу на свете. Я больно прикусил губу, представляя, как оно вцепится в меня зубами или распорит брюшную полость острой пятерней. Но ничего не происходило. Тварь продолжала двигаться к двери, будто бы была глухой. Я почти засмеялся во весь голос от облегчения. Нервы были так сильно напряжены, что теперь, избежав своей страшной участи, я чувствовал такое огромное облегчение, даже несмотря на то, что монстр еще не скрылся в дверях. Я принялся осторожно вылазить из-под стола. Нужно хотя бы спрятаться по другую его сторону, чтобы не быть увиденным. Вокруг все было усеяно мелкими капельками слизи, и я поморщился. Какой он все-таки мерзкий. Чтобы не вляпаться, я обогнул стол с другой стороны, которая, к счастью, пока оставалась чистой. Присаживаясь, чтобы спрятаться, я невольно положил ладонь на крышку стола и почувствовал, как одна из капелек проламывается под весом моих пальцев. Все-таки не уследил. Громкий рев сбил меня с ног, я почти упал, прячась за столом. Но было поздно. Он увидел, он наверняка меня увидел. Тяжелые шаги резко развернулись так, что казалось, в любой момент провалится пол. Он направлялся в мою сторону. Где-то под головой, но стол даже не дрогнул. Еще один. Тварь размахивала руками, но попадала в стены. Я вжимал голову в плечи. Следующий удар, и крышка стола вполне вероятно пробьет мне голову. Но удара не последовало. Вместо этого я услышал еще один раскатистый рык, и стол взмыл в воздух. Чудовище подняло тяжеленный письменный стол над головой, размахивало им так, словно он был легче воздуха. Я сидел у его ног, уязвимый, начинающий покрываться тонкой корочкой неизвестного вещества, которая капала на меня сверху обильным мелким дождем. Наконец я увидел его морду с кучей мелких и больших наростов. Человеческое лицо, обезображенное и раздутое в 1,5 раза. Она потеряла всякие черты и были похожи скорее на большую сморщенную картофелину с подрагивающими от тяжелого дыхания пророщенными глазками. Рев. Тварь наклонилась ниже, разевая пасть в нескольких сантиметров от моего лица. Зловоние, напоминающее гнилые овощи вперемешку с прокисшим молоком, ударило в нос. Я не дышал, но оно и само проникло вглубь моего организма, отравляя изнутри, вызывая тошноту и кашель. Пытаясь отдышаться, я непроизвольно сделал несколько глубоких вдохов, добровольно предоставляя короткий путь зловонию в собственные легкие. Рев, который я уже почти не слышал. Сознание оплыло, да и прошлый вопль монстра, кажется, окончательно оглушил меня. Удар. Тяжелая лапа, так похожа на раздутую человеческую руку, опустилась на мою голову. Больно не было, но держаться за сознание я больше не мог. Звук будильника поистине самый мерзкий звук на планете, за исключением разве что... Отголоски сознания принесли кошмарный рык, и я резко сел в кровати. Сердце то замирало, то продолжало бешено колотиться. Монстр. Но вокруг никого не было. Шторы плотно закрыты, сквозь них четно пытается пробиться крохотный лучик солнца. Сколько же я спал? Все это сон? Едва ли мозг мог бы сам придумать это мерзкое ощущение на лице, когда кожу сковывает вязкое желе, а потом превращает ее в хрупкую корочку. О! Но комната была нетронутой. Стол стоял на месте, а дверь шкафа никто не выбивал. Даже мокрых пятен вокруг ручки не оказалось.
Все-таки сон. Телефон продолжал разрываться как ненормальный. Я раздраженно схватил его, желая выключить поскорее, но вместо будильника на экране высветился вызов с неизвестного номера. Отбой. Сейчас бы вникнуть в то, что происходило прямо под носом, успокоиться и попытаться убедить трясущееся тело, что это был лишь сон. Вспомнить, какой сейчас день и какое время суток. И что, я проспал первый рабочий день или он уже прошел? Но в таком случае, что именно было в тот день? Ведь единственные мои воспоминания были связаны с тварью из шкафа. Среда, 23 декабря. Информация, которая не дает ровным счетом ничего. Какой должен быть день недели, я просто не помнил. Принялся копаться в телефоне, надеясь наткнуться хоть на какую-то зацепку. Может, вчера была какая-то знатная гулянка, и теперь меня мучает похмелье? Это вполне объяснило бы и сны, и мое паршивое состояние. В звонках ничего интересного, интернет не ловил, потому заглянуть в соцсети не удалось. Галерея? Грустная волосатая фигура, с которой буквально сочилась прозрачная липкая жижа, стояла спиной к снимку. Я почти выронил телефон из рук, судорожно оборачиваясь по сторонам. Все-таки это было наяву, но почему я еще жив? Почему дверь на месте и комната выглядит так, как будто бы кто-то хорошенько ее убрал после случившегося? Все эти мысли вертелись в голове, но в то же время были второстепенными. Важно лишь то, что монстр с фото существует. Не знаю, как так вышло, что я все еще жив, но надо кончать с этим. Еще раз окинув беглым взглядом чуть смазанное фото, я решил, что нужно выбираться из квартиры. Может, мой мозг играет со мной злую шутку, а может, мне действительно грозит опасность и нужно действовать? Я попытался подняться на ноги, и вышло это с большим трудом. Тело не хотело слушаться, а еще жутко чесались подмышки. Сделал шаг, инстинктивно почесывая зудящую область. Жуть. Ноги словно были окутаны застывшим цементом. Передвинуть конечности для еще одного тяжелого шага не успел. Бросил взгляд на шкаф. Почему в самый ответственный момент тело не дает мне ускориться? Зуд не проходит. Еще и на лестнице послышался какой-то шум. Убрав наконец пальцы из подмышки, я заметил, что они оказались довольно клейкими и неприятными. Неужели я так сильно вспотел во сне или от нервов? Снова попытка сделать шаг. Нога чуть поднялась, но тут же опустилась обратно. Я определенно чем-то болен. Взгляд вниз разрешил терзание и заставил волосы встать дыбом, каких у меня оказалось немало. Я увидел громоздкие ступни с раздутыми точно от огромного отека лодыжками. Ногтей на пальцах почти не было, да и то, что выпирало наружу, пальцами не назовешь. Мои ноги были похожи слоновьи, если бы те оказались обтянуты человеческой кожей. Мои ноги были похожи на ноги твари, которую я успел запечатлеть. Я принялся разглядывать себя со всех сторон, насколько это было возможно, при столь неповоротливом теле. Руки и ладони больше всего напоминали человеческие. Остальное же тело принялось очень резко и очень быстро вырабатывать много-много странной слизи. Только что я был сухим и лежал спокойно на диване, а уже через пару минут ощутил себя погруженным с головы до ног в холодное склизкое заливное. Голоса в подъезде стали еще громче. Они раздавались прямо за входной дверью, когда я трясущимися пальцами включил фронтальную камеру на телефоне. Тут же с громким стуком мобильный упал на пол и выключился. Я еще не видел эту страшную рожу так близко. И теперь она была моей. Ключ в замке повернулся так внезапно, как и пришло сознание того, что квартира должна быть теперь совершенно не моя. Я хотел крикнуть «Помогите, я здесь!», но едва ли тот, кто появится на пороге, проявит сочувствие и поймет меня.
Заверить себя в том, что я видел монстра всего лишь во сне, было непросто. Еще сложнее оказалось уместить в голове то, что теперь монстр – это я. И отныне мне не место в этом доме. Я попытался не просто сделать шаг, а ускориться. Быть может, мне помог внезапно накатившийся адреналин. Ноги почти не подымались, я просто проволок их по комнате до шкафа. Должно быть, это и правда лучшее место, чтобы спрятаться от кого-то. В коридоре послышались голоса, двое людей, пришедшие без приглашения. Не торопились, и это дало мне возможность достигнуть шкафа и повернуть ручку, забравшись внутрь. Я не решился оставить щель для того, чтобы видеть происходящее. В один момент обычные люди, явившиеся с неизвестной целью, стали для меня страшнее ужасной твари. Я все отступал и отступал назад, медленно и осторожно. Я хотел забиться как можно дальше в нишу, пока не услышал снаружи собственный голос. Двое уже вошли в комнату, и парень, повторяя мою интонацию и тембр, произнес: «Я оставил его где-то здесь. Ну ладно, сейчас поищем. Давай только побыстрее, мне еще мамку нужно встретить на машине». Голос соседа был ответом, и от этого вопросов к происходящему стало еще больше. «Да, сейчас», – ответил ему первый. А может, я всегда был этим уродливым монстром? Подумалось мне. Просто приснился сон о том, что я живу жизнью этого мальчика. Я сложил руки наподобие грудной клетки и издал хлюпающий звук. Жижа все текла и выделялась. Я, наверное, изгадил с собой всю одежду и пол. «Ну что ты там копаешься?» Продолжил донимать из-за двери сосед. Поскорее бы они нашли то, что искали, и убрались отсюда. Думал я, понятия не имея, что буду делать, когда это произойдет. «Да, сейчас, никуда твоя мать не денется», – ответил ему первый, и я почувствовал, как этот неизвестный вляпался в оставленную мною слизь. Не услышал, не увидел. Я будто ощутил это кожей, почувствовал, как хрустит в его пальцах тонкая корочка, как крошится на пол. Оставленный след словно был со мной связан на каком-то телепатическом уровне. И это прикосновение кого-то постороннего к слизи приносило неприятное ощущение. Глаз дергался, захотелось выскочить и как следует заорать: «Прекрати, что ты делаешь!» Мерзкое чувство, будто бы кто-то над самым ухом царапает вилкой по стеклу. Но выскочить я не успел. Дверь отворилась, рука неизвестного одернула склизкий ряд рубашек, висевших на вешалках, и я столкнулся лицом к лицу с собой. «Я нашел его!» Тихий шепот, полный удовлетворения и усмешки. Из-за плеча смотрящего на меня парня показалось дуло ружья. «Ха! Спокойной ночи, тварь!» «Спасибо за твое тело». Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.